Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Если вы до сих пор думаете, что обрезки джинсов можно только выбросить, вам нужно обязательно посмотреть это видео, где я их буду использовать как бесплатный материал для творчества. Из них я сшила сумку для повседневного использования. Казалось бы, ненужные кусочки, а в итоге получилось полезное и крепкое изделие. В работе я использовала хольнитены, чтобы сумка была еще надежнее и служила дольше. Давайте посмотрим, как все создавалось. Сейчас начинаю собирать пиццу. Для основы беру спанбон плотностью 100 грамм на метр. Он поможет держать форму сумки намного лучше. Собирать пиццу буду при помощи клея-карандаша. Я всегда беру на основе клея ПВА. У кого нет возможности купить такой карандаш, можно взять просто клей с дозатором. Результат будет тот же. Подложку разделила по центру. Это будет дно. Дальше передняя и задняя панель сумки. Все обрезки я проутюжила, чтобы при сборке они ложились ровно и края не загибались. Большие детали использовать не буду. Сразу разрежу их на небольшие кусочки. Чтобы сделать вариант поинтересней, собирать начну с передней панели. Обрезки кладу так, чтобы они перекрывали друг друга. Здесь никаких строгих правил нет. Можно положить кусочек криво, можно наложить один на другой. Именно в этом и есть прелесть пиццы. Чем необычнее и страшнее обрезки, тем интереснее результат. Иногда именно неровный и выцвевший кусочек становится изюминкой всей работы. В центре я стараюсь положить что-то посимпатичней. Кармашек, кусочек со строчкой или интересной фактурой. А по краям уже можно пустить самые простые или обрезанные детали. Их потом все равно закроют швы. Лоскутки раскладываю до тех пор, пока основа полностью не закроется. Постепенно все превращается в живую мозаику, и уже видно, какой характер будет у будущей сумки. Нитки для стежки возьму серого цвета. Они подойдут к любому цвету ткани и сделают полотно светлее. Джинсовую пиццу я ничем не накрываю, стягаю как есть. Стежку подбираю поплотнее, чтобы лучше закрепить края лоскутов. Сегодня квадраты 2 на 2 сантиметра. По центру очерчиваю линию и прокладываю строчку. Дальше при помощи линейки прокладываю остальные, продвигаясь к краям. Когда все полотно простегано, очерчиваю прямую линию по центру в другом направлении. Получается сетка из квадратов. Приставного столика у меня нет, поэтому полотно поддерживаю рукой на одном уровне. Так пицца не рассыпается. Если нужно, заправляю края кусочков под лапку и стягаю дальше. Еще добавила строчки по диагонали. Так пицца получается еще крепче и фактурнее. И теперь это уже не хаос из лоскутов, а полотно, из которого можно шить сумку. Сразу подготовлю и полотно для подкладки. Использовать буду ненужную мужскую рубашку. Заготовку соединила с синтепоном и простегала ромбиками. Чтобы полотно стало плотнее, проутюжила его. Синтепон потерял объем. Полотно стало менее фактурным, но более плотным. И сразу сделала заготовку для накладного кармана. Подкладка для надежности из спанбонда. Пошив изделия всегда начинается с выкройки. Просто соберу все детали вместе. Выложу ее в своем телеграм-канале. Из джинсовой пиццы вырежу заготовку шириной 45 сантиметров и длиной 75 сантиметров. Сложу ее пополам, совмещая углы и выравнивая срезы. Сформирую боковые детали. Для этого по сгибу с двух сторон вырежу прямоугольники 5 на 6 сантиметров. На сумке по углам будут вставки. Сделаю их из темного джинса. Откладываю 30 сантиметров и радиусом 15 сантиметров черчу полукруг. Вырезаю. Таких деталей мне понадобится 2. Пришила их к подкладочной ткани. Срежу все лишнее. На скруглении сделаю надсечки. Выверну на лицевую сторону и выправлю шов. Чтобы контуры сделать четкими, проутюжу детали. Размечу центры. Совмещу с центром основной детали и пришью их на свое место. Строчку проложила по самому краю. Закрепила строчкой
и вырез на основной детали. Лишнюю ткань вырежу. С другой стороны все повторяю так же. Для ручек вырезала 4 полоски длиной 50 сантиметров и шириной 5 сантиметров. Складываю их попарно лицом к лицу. На полосках есть соединения. Кладу их так, чтобы они не совпадали. Нахожу центр полоски, откладываю 3 сантиметра и соединяю эти точки в треугольник. Соединила строчкой по контуру, оставив небольшой припуск. Лишнюю ткань в уголках срежу. Посередине с одной стороны оставила отверстие, через него выверну заготовку. Пригодился обычный карандаш. Заготовки проутюжила. С каждой стороны оставила по 8 сантиметров. Посередине края соединила строчкой. Размечу место для ручек. От центра вниз откладываю 8 сантиметров. В стороны тоже по 8 сантиметров. И поставлю наметки. Уголки ручек прикладываю к наметкам и креплю булавками. С другой стороны повторяю все. И теперь можно закрепить ручки с основной деталью. Сначала проложила строчку по краю, затем добавила хольнитены. Они дополнительно укрепят ручку и придадут сумке своеобразный стиль. И куда же без декора, его тоже добавила. Дно сумки получила хольнитены большего размера. Основная деталь готова, займусь подкладкой. Хорошо, когда в сумке много карманов. Один сделала на молнии в рамку. Чтобы оживить подкладку, рамку сделала из контрастной ткани. Основой послужил спанбонд, который придал форму рамке. Подзор на кармане выполнен тоже из спанбонда. С противоположной стороны пришила карман на 2 отделения. Подробный пошив подкладки можно посмотреть на моем канале. Ссылку оставлю вверху. По ширине подкладка будет такая же, как основная деталь, 45 сантиметров. Длина 69 сантиметров. И с каждой стороны добавлю полоски шириной 5 сантиметров. Сумку сделаю на молнии. Для обтачки молнии вырезала 2 прямоугольника 33 на 5 сантиметров из джинсовой ткани и 2 таких же из подкладочной. Молния не меньше 45 сантиметров и бегунок к ней. Обработала молнию обтачкой, и теперь ее нужно вшить в подкладку. Для начала нужно определить, в какую сторону будет открываться молния. Теперь можно разделить молнию на 2 части, так удобнее будет ее вшивать. Обтачку молнии кладу джинсовой стороной кверху. Совмещаю центры деталей. Сверху накрываю джинсовой полоской лицом к лицу. Фиксирую все зажимами. Планка должна идти как продолжение подкладки. Проверяю и вторую сторону. Прокладываю строчку. Все детали соединила строчкой. Припуски отогнула в сторону основной детали. Проложила отделочную строчку. Складываю основную деталь с подкладкой и проверяю размеры. Если нужно, можно подровнять. Сборку сумки начну с основной детали. На боковых срезах есть декор. Его совмещаю, ставлю зажим и затем креплю края заготовки. Соединила прямой строчкой. Припуски оставила около 1 сантиметра. Теперь соединю дно с боковой стороной. Шов раскладываю в разные стороны, совмещаю с центром дна и ставлю зажимы. Вторую сторону соединю также. Для надежности проложила 2 строчки. Дно в сумке тоже готово. Подкладку собирала точно так же, как и основную деталь, но припуски сделала на пару миллиметров шире, чтобы подкладка хорошо легла внутри сумки. С одной стороны оставила отверстие для выворачивания. Дальше соединю основную деталь с подкладкой. Основную деталь вывернула изнанкой наружу. Ручки убираю внутрь. Подкладка лицом наружу. Определяю, с какой стороны будет карман. Складываю заготовку и вставляю внутрь основной детали. Расправляю подкладку.
Совместила боковые швы заготовок. Припуски разложила в разные стороны и закрепила зажимом. Равномерно распределила и зафиксировала по контуру зажимами. Соединила прямой строчкой. Припуск на ширину лапки. При стачивании подкладку слегка натягивала. Помним, она чуть меньше основной детали. Достаю подкладку из сумки и выверну через техническое отверстие. Сначала хорошо выправляю все уголки и только потом зашью отверстие. Зашивала вручную потайным швом. Ставлю подкладку в сумку. Шов выправлю и проутюжу с паром. По верхнему краю проложила отделочную строчку двойной ниткой. Прокладывала строчку чуть ниже припусков. На ручках дополнительно закрепила основную деталь с подкладкой. Теперь молния. Для начала поставлю бегунок на место. Потом обработаю край молнии. Из джинсовой ткани вырезала обтачку и пришила ее к молнии. Срежу край молнии. Выверну обтачку на лицевую сторону. Подогну край и сделаю отстрочку. Теперь будет удобно пользоваться молнией и выглядит такая обработка хорошо. Вот такая сумка у меня получилась из обычных джинсовых обрезков. Пиццу я собирала на спанбонде. Он отлично держит форму, и благодаря этому сумка получилась плотной и аккуратной. Есть возможность закрыть сумку на молнию. Доступ в сумку широкий, много карманов. Надеюсь, это видео вдохновит вас по-новому взглянуть на ненужные обрезки. Пишите в комментариях, как вы используете джинсовые обрезки, что из них шьете, или, может, просто выбрасываете в мусорную корзину. Фото своих работ теперь можно показывать в моем телеграм-канале. Я буду рада, если сегодняшнее видео вам понравилось, и будет здорово, если какие-то идеи из него вам пригодятся. Спасибо, что были со мной, а я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!